Привет, с вами Алена, и сегодня у нас вот такой немножко грустный случай. Это ноги молодой, симпатичной девушки, но, к сожалению, они вот в таком состоянии. И прежде чем вы тут все упадете в обмороки и напишите, как же можно было так не следить за собой, я хочу сказать, что это ноготки после хирургического удаления ногтевой пластины. У нее врастали ногти, и ей хирург удалил то, что врастало, чтобы не болело, и потом получилось вот так вот. Ну и многие подумают, что вот Алена винит во всем врачей. Нет, я врачей, конечно же, ни в чем не виню, но я хочу немножко прояснить ситуацию. То есть, во-первых, давайте разберемся, что же здесь происходит с ногтями. Дело в том, что ногти у нее здесь теперь ноготочек поделен на три части. То есть есть верхняя часть ногтевой пластины и есть две нижних, два вот этих вот шипика, которые торчат и растут теперь навстречу друг другу. Я думаю, не нужно объяснять, какой дискомфорт и боль это причиняет, когда у тебя в мясо воткнуты куски ногтей. Я думаю, что это более-менее понятно. И причем ситуация на второй ноге тоже не лучше. То есть мы видим, как ноготь расстраивается, он не раздваивается, а именно расстраивается. То есть получается три части, но на первом пальчике они еще подкручиваются, а здесь они, по крайней мере, более-менее рядышком растут. То есть при удалении ногтя, когда хирург это делает, он, как вам сказать, немножечко специальной ложечкой, он выскабливает ноготь, и вот именно в этот момент выскабливает оттуда из-под кутикулы, из ростковой зоны или из зоны матрикса, если хотите. В общем, в этот момент хирург делает это, фактически вслепую. И вот именно тогда происходит травмирование, и ногти могут расти как-нибудь вот так. Раздвоенные, расстроенные, вверх, вниз, в сторону, по-разному. И, к сожалению, здесь уже поправить, опять-таки, без хирургического вмешательства вряд ли что-то получится. Но тут уже это вне нашей компетенции, то есть мы с этим работать не имеем права. Что мы собираемся сделать с этой девушкой? Естественно, мы ее зачистим, то есть уберем все, что торчит, и ногти у нее были в таком состоянии, потому что она просто не может их стричь, физически у нее не получается, они утолщаются, у нее толстые стали, и вот обратите внимание, вот этот шип, который растет и впивается, он, естественно, деформированный, он, некрасивый, да, условно говоря. Мы его вырезаем, и я вам могу сказать, что облегчение, которое она испытала, было просто колоссальным. Представьте себе ходить энное количество времени, примерно, так скажем, несколько лет, и чувствовать, как тебе в мясо, в кожу впивается кусок ногтя. Конечно, к такой боли привыкаешь. Ко всему можно привыкнуть, и даже к этому. И вот посмотрите, сколько там всего лежит, и понятно, что в домашних условиях этого сделать просто невозможно. В общем, что мы подумали? Мы подумали, что мы должны попробовать эти уголки хоть как-то приподнять, то есть немножко поменять им направление. Это все, что мы можем сделать, то есть зачистку и попробовать поставить коррекционную систему, чем, собственно говоря, сейчас и займемся. Кстати говоря, за работой мастер Елена, это мастер моего салона, ведущий, топ-мастер, мастер-эксперт, который занимается тоже так же, как и я, вот такими проблемными ногами. Я больше по рукам, она больше по ногам, но опять-таки бывает и наоборот. Так что Лену вы тоже иногда можете видеть за работой. Лена сейчас все это дочищает, и дальше мы будем наблюдать установку коррекционной системы, так называемая титановая нить. Это система коррекции для ногтей, которую мы, мастера, благополучно украли у стоматологов, потому что все материалы, которые сейчас используются, используют стоматологи в своей работе. Это специальные базы, обезжириватели, лампы, вот этот вот композит, которым, в общем-то, можно пломбу поставить. Но не можно оставить пломбу, то есть это определенный вид геля, который также полимеризуется, он светоотверждаемый, как видите, здесь есть лампа. Да, естественно, он другой по составу, но, в общем и целом, все примерно то же самое, что в ногтях. Мы от стоматологов ушли недалеко. В общем, что же мы сделали? Мы поставили вот эту коррекционную систему для того, чтобы хотя бы немного приподнять вот эти уголки, которые впиваются ей в кожу. И, по крайней мере, это не будет вызывать такой сильный болевой синдром, если хотите. А пока мы будем за ней наблюдать, будем смотреть, как будет происходить коррекция. Обязательно будем снимать видео, держать ее на контроле. Давайте все пожелаем ей удачи.
Я думаю, что она тоже посмотрит это видео. Мне очень приятно, когда все клиенты нашего салона смотрят за своими же историями, читают то, что вы им пишете. Поэтому давайте немножко внимания и понимания. Это на самом деле может случиться с каждым просто по незнанию, ведь мы слепо идем к доктору и доверяем, думая, что ничего плохого нам там просто не могут сделать. Но вот иногда, к сожалению, бывают такие ситуации. И ни в коем разе не хочу сказать, что вот все врачи вот прям вообще бездарности и ни на что не способные люди, конечно же, нет. Вот, кстати, Лена нам тут сняла кусочек того, что было, и сейчас я вам напоминаю, что было и что стало. В общем, делитесь своими соображениями, я жду ваших комментариев. С вами была Алена. Пока-пока и до новых встреч!